Твоя кнопка до сих пор это просто прямоугольник и текст. Странное выравнивание, ничего не адаптируется. Темная тема ломает все почастую. Когда ты пытаешься ввести текст, она все ломается, и нужно заново выравнивать. Давай соберем нормальную кнопку с автолеяутом, с темами, с токенами один раз и больше не переделывать. Сегодня сделаем качественный компонент кнопки, который не стыдно вставить в макет. Автолеяут, иконка слева или справа, только иконка, только текст. Все нужные состояния, цвета, отступы и искривления через токены. При этом он будет работать в любой теме и бренде. Кнопка – это один из самых частых компонентов в интерфейсе. И от того, как она себя ведет, зависит ощущение от продукта. Если в одном месте применена кнопка одного размера, а в другом другого, даже если эти различия незначительные, или если в одном месте цвет применен через токен, а в другом месте цвет применен через чистое значение, пользователь это со временем почувствует. Непоследовательность убивает восприятие. Соберешь компонент один раз и можешь сэкономить себе десятки часов правок в будущем. Начнем. Берем текст, вводим button, делаю ей автолеяут. И автолеяут переименовываю. Называю его также button и добавляю, что это button neutral. Дальше применяем переменные отступов по ширине. Выбираем их из коллекции отступов. Чуть дальше покажу их. Потом дальше применяем отступы по высоте. 8 пикселей. Также дальше применяем заливку. Будет нейтральный строн кнопка и текст, соответственно, белый. И добавляем скругление углам. 8 пикселей, например. Здесь мы применяем, там у меня уже в файле настроены две темы для текста, да, и для бэкграундов у меня уже все токены переменные настроены. Также для типографики это нам пригодится для того, чтобы переключать размеры типографики в дальнейшем в кнопке. И токены размеров для как раз для кнопки, чтобы менять размеры. Наша первая в целом кнопка готова. Нейтральная кнопка обыкновенная в состоянии Default. Да, можем сразу поставить gap 8 пикселей из нужной коллекции, соответственно, чтобы он адаптировался к размерам. Эту кнопку делаем компонентом, добавляем вариант. Это у нас будет state, default и hover. Меняем цвет на hover, добавляем еще одно состояние и называем его active. Это состояние нажатия, да, также на мобильных устройствах. Добавляем еще один. Сейчас выберем. Да, default. И добавляем новый property is disabled. Это для того, чтобы было удобно переключить состояние недоступное. Стандартно у нас будет false, а для конкретного выбираем true. И применяем токены бэкграунда и токены цвета, соответственно, disabled. И это у нас получилась кнопка. И да, я тут забыл добавить. Давайте добавим еще одно состояние. Фокус. Это кнопка выделенная, да, отмеченная. Цвет мы вернем на дефолт и добавляем компонент Focus Ring, который мы делали в предыдущем видео. Абсолютное позиционирование. И выравниваем его относительно кнопки. Добавляем отступы, да, и позиционируем. Да. Добавляем скругление. Нужно добавить, да, сейчас 12 пикселей нужно добавить скругление. И к нужному слою нужно его применить.
Мгм. Итого у нас получилось 5 состояний, да, от дефолтного до disabled. Дальше, вот в последнее время я добавляю еще одно component properties, называю его type. И это у нас type текст будет. Дальше добавим type, а, можно сделать icon. Я себе уже добавил библиотеку иконок. Вы можете брать ту, которую вы используете, или делать ее в том же файле, в котором вы это делаете. И вставляем иконку, соответственно, вместо текста. Да? Я выделяю текст, который мне нужен, и заменяю его. И да, и упустил, забыл поставить constraints для фокус-ринга, чтобы он адекватно подстраивался под размер кнопки. Теперь делаем замену, и цвет иконки тоже меняем на тот, который нам нужен. Меняем, соответственно, отступы, потому что кнопка у нас с иконками, чтобы она была правильной формы. Дальше берем кнопки, добавляем еще один тип. Это будет icon start. Сейчас я пишу без специальных символов, потому что они в дальнейшем могут повлиять на трансформацию токенов. Соответственно, их пока что перестал применять. Ищу лучший вариант. Да, и еще одну кнопку добавляем. Icon end, да, соответственно. Это когда кнопка в конце. И в этом случае еще иногда можно добавить еще иконку и спереди, и сзади. Если у вас такой вариант есть, то вы можете тоже его добавить. Это у нас получается button neutral. Дальше, если нам нужно другой вид кнопки, я просто дублирую эту кнопку и меняю в ней, соответственно, токены на другие. Это у нас, допустим, вот Neutral Vicker, да, более светлый оттенок кнопки, более такая легкая. Тут нужно поменять, соответственно, токены. Это очень удобно делать, когда у вас выстроена система переменных, и тогда легко можно переключиться перекрасить любую кнопку в любое состояние. И для иконки мы тут не поправили цвет, нужно выбрать его Disabled, да, и здесь тоже поправим в кнопке изначальной. Размеры я сейчас в последнее время переключаю через токены. Для этого есть коллекция. Это такой немножко эксперимент, но для этого я этот канал веду и эту библиотеку тоже. Выставляем сразу для наших компонентов, да, тему нужную. И тут, да, я типографику у меня уже по умолчанию применилась правильно, вам нужно будет это проконтролировать. Теперь вы можете менять размеры типографики и размеры кнопок. Они будут увеличиваться так, как вам нужно. А размеры можно подстроить через переменные. Окей, теперь как делать не надо. Фиксированная ширина. Текст не вылезет за края. Иконка не выровнена. Компонент просто развалится визуально. Цвет напрямую. Если поставишь прямой цвет, то в темной теме у тебя все сломается, и ты вообще не сможешь ее настроить, если у тебя прямые цвета. Нет автолейаута, ну, там куча проблем с редактированием, куча потраченного личного времени, и у тебя получается хаос. Все эти ошибки можно решить одной правильной сборкой. Когда кнопка готова, важно правильно отдать ее разработчику. И для этого можно использовать плагин Spec. Можно купить подписку, да, она будет лучше. На самом деле, если вы используете переменные, то лучше купить подписку и с подпиской передавать токены. Дальше вы просто выбираете компонент и строите спеки.
В общем-то, она показывает анатомию. Тут можно увидеть, что она использует не все токены, которые есть, да, будет радиус без токена, и здесь вот цвет без токена. Но если у вас платная подписка, то она будет показывать тот токен, который пока находится в этом цвете. Также по всем состояниям, по всем видам, по всем типам и довольно подробно опишет там основные моменты. Теперь поговорим про темную тему. Для того, чтобы ее сделать, я сейчас сделаю там секцию и назову ее light, и применю ей те токены из светлой темы, дальше продублирую и сделаю темную тему. Тут я забыл применить фон. Сейчас я его поправлю. Это работает, потому что у меня токены уже были изначально настроены, и я это показывал чуть раньше. Вот и все. Кнопка собрана. Она адаптируется под текст, подстраивается под тему, легко масштабируется. Ее не нужно переделывать, она просто работает. И ты можешь ее вставить в любой проект. Если тебе был полезен этот разбор, подписывайся на канал. А если хочешь глубже понять, как устроена система токенов, заходи в Telegram. Там я рассказываю о своем мини-курсе, делюсь новыми материалами. До встречи в следующем компоненте.